Слава Украине, привет всем от Полонского. Друзья мои, Зеленский сегодня встречался с Рюта, с главой НАТО в Одессе. Да, он приезжал, Рюта приезжал посмотреть. И в частности Зеленский остановился на вот этом серьезном вопросе по поводу слов Виткофа, что якобы Украина готова отказаться от своих 5 территорий, чтобы вот был у нас мир. А на следующий раз на нас Россия опять нападет, и мы опять откажемся от каких-то территорий. Выглядит вот таким вот такой вот последовательностью. Естественно, Зеленский сказал, что у Виткофа, у этого клоуна трампийского нет никаких полномочий подобные вещи заявлять, и он никоим образом не может распоряжаться нашими территориями. Как это может быть? Ну, скажем так, честно и откровенно, ни о каком признании, никогда в жизни, ни со стороны одной страны. Нормально, я не беру сейчас Джибути и Вануату, да, ну, условно говорю. Этих 5 территорий российскими речь даже идти не может. Никто это никогда не признает. Вот. Но они могут получить статус, поскольку мы их не можем сейчас отбить, я уже сейчас от себя говорю, они могут получить статус временно оккупированной территории Украины. Это да. Вот таким вот образом каким-то может. Я думаю, что вот где-то так оно и будет. Но расисты ведь настаивают, что они их несли свою клоунскую конституцию, и поэтому якобы мы должны уйти еще из Херсона, из Запорожья. Ну, вы всю эту чушь, конечно, собачью слышали. Но я просто так объясняю, что, конечно же, никогда в жизни этого не будет сделано. И никогда в жизни никто никаких территорий за ними не признает, это вообще невозможно. Вот так вот, да. Так что еще один момент по поводу, ну, уже вспомнили о трамписте Виткофе. Кстати, ему, если он хочет так пламенно что-то подарить Путину и России, чтобы Россия успокоилась, ну, я бы ему порекомендовал, например, он же миллиардер долларовый, да, и он именно в недвижимости. Ну, пускай подарит свои объекты недвижимости России. Вот, может, она успокоится. Ну, это что же... Что ты нашими распоряжаешься? Обласяю. Подари там свои... Что у тебя есть? Гостиницы, заводы, пароходы. Дари свое. Путин успокоится, Путин будет доволен. Может, воевать не будет, может, на тебя не нападет. Ну, как-то так, да. А наши не надо дарить. Да, и еще один интересный момент. Значит, на телеграм-канале, ссылочка внизу в описании к данному ролику, вывесил очень интересную вещь. Как Трамп декорирует, если это, да, слово декор, тут как раз самое то, декорирует Белый дом. Никто, наверное, не обратил внимания, но когда он принимал вот этого вот президента Сальвадора, господи, прости, высылать американцев в сальвадорскую тюрьму, как он придумал, это... Я не знаю, такого даже Сталин и Ким Чен Ын не делали. Но Трампу в голову такие идеи приходят. Ну, я уверен, что он будет еще это осуществлять. Вот. Он же начал декорировать, да. И вот, знаете, посмотрел я на фотографии оттуда. Он просто налепил кучу кубков из золота. Сзади за собой. Там помните, где они вдвоем гавкали на Зеленского с Венсом, да? А сзади там такое типа камина. Вот. А сверху... золотые кубки. Ну, как на кладбище, знаете, вот там на кладбище, когда вот рисуют там по золоту. Вот. Такого же вида. То есть выглядит, ну, мягко говоря, не эстетично, да, ну, просто жутковато. Пшонка стайл. О! Да. Такой пшонка стайл однозначный. И вот я думаю, блин, а вот я когда смотрел на это все, думаю, где я это видел, где я это видел. У Пшонки, конечно, вот в этом его поместье, когда, кто помнит, да, генпрокурор у нас такой был воровитый. Вот. Ну и, конечно, такое же дерьмо, это кто был у Януковича в Межигорье. О, там такого добра точно. И я думаю, боже мой, американцы дожились, избрали себе помесь Януковича с Пшонкой. Только Янукович, конечно, немножко отстает от, скажите мне, от Трампа все-таки, потому что у Януковича только 2 или 3 судимости было, вот, а, конечно же, у Трампа их 90, поэтому Янукович какой-то, просто он выглядит каким-то несерьезным человеком в этой ситуации. Вот. Но если что, там, я думаю, что местечко он уже рядом с собой там присматривает, в Ростове, да. Но не суть. Дальше еще новости есть, это, конечно же, ребята, по так называемому, это с этого надо было начинать, по редкоземельному этому соглашению. Якобы есть
какой-то прогресс. Ну, как вам сказать, ребята, какой там есть прогресс? Да, Юлия Свириденко писала, что есть прогресс. Вот мы о чем-то там с американцами договорились, американцы уменьшили сумму нашего якобы долга с 500 миллионов, потом до 300 миллионов, да, там, или 350, потом 100, миллиардов, да, потом 100 миллиардов. Это показывает вот то, что они вот так, потом так, это показывает, потому что никакого долга нет. Они от балды, вот плюнул в потолок, оно сверху ему назад на лысину упало, он говорит, вот такой долг, потом плюнул другой раз, упало по-другому, уже такой. Значит, нет никакого долга. Вот о чем идет речь. Нет, конечно же, ничего этого нету. Вот. Но то, что они двигаются по этим деньгам, это говорит просто о том, что они пытаются нас дурить, ограбить как-нибудь и так далее. Вот. И единственное, что они сейчас могут сделать, я так понял, что хотят сейчас заключить, так что вы не волнуйтесь. Сейчас речь идет о заключении, насколько я понял, меморандума о том, что Украина и США пришли к какому-то пониманию вопроса. Какому пониманию вопроса, никто еще не знает. Вот. Если же будет заключаться настоящий уже договор, вот, где уже будут прописаны там какие-то конкретные моменты, во-первых, там будет еще работать, вот, чтобы там не было никаких долгов. Это договор о инвестициях, поскольку у нас нет ни одной копейки долга перед Соединенными Штатами Америки, соответственно, если они хотят что-то иметь в Украине, они сюда что-то, какие-то деньги должны завести. Вот и все. Да, это понятно. Вот. Будет, если заключаться этот договор, то этот договор еще подлежит утверждению Верховной Раде. Там не все так просто. Вот, потому что такой договор, это договор о, извините, наших недрах. Я, честно говоря, еще раз говорю, я не знаю, продаем ли мы воздух или не продаем, понятия не имею. Есть ли у нас эти литий, шмитий, колбаса, вот это все, я не знаю. Почему и Ахметов не начал добывать когда-то? Ничего не знаю. Вот, вот такая вот штука. Короче говоря, паниковать раньше времени не стоит, потому что сейчас они максимум до чего дошли, и то еще не дошли, еще ничего не подписано. Может быть, подпишут меморандум. Может быть, даже на тыльной стороне Будапештского меморандума. Так он будет иметь больше, как говорится, значимости. И еще один момент очень интересный. Все срушило с мертвой точки в отношении иностранных военных в Украине. Да. И вот неожиданно опять от маленькой страны, от которой никто этого не ожидал, все ждали, что будет США. США никто уже не ждал, забудьте. Великобритания, Франция, может быть, Германия. Вот как-то так ожидали, да? Дания. Дания направляет своих военных в Украину, дабы перенять опыт, официально это звучит так, чтобы перенять опыт ведения боевых действий в условиях современной войны. Вот. Это, написать можно все, что угодно. Значит, будут перенимать опыт. Вот. Но факт остается фактом. Первый иностранный контингент у нас будет, слава богу. Так что, видите, если раньше, допустим, никто не мог понять, кто будет первым. Знаете, вот как с танками было, помните? Никто, танк нельзя, будет обострение, не, Путин, вы что, обострение, танки. Потом бац, Франция поставила эти легкие танки, танкетки АМХ-10, помните? И потом начался одни, вторые, третьи, и понеслось, да? Вот, так и здесь, собственно говоря. Пускай там будет, я не знаю, сколько датчан будет, и не надо никому знать. Вот, но факт тот, что если они уже тут есть, и если это уже пошло, значит сдвинуто с мертвой точкой, значит, и это хорошо. И еще один. Смотрите, вот по поводу, опять-таки, возвращаясь к американским делам, вот сейчас людей оттуда депортируют в Сальвадор, в эту жестокую тюрьму, которая там вообще электронный какой-то концлагерь, вообще жуткое, говорят, абсолютно жуткое место, одно из худших на земном шаре, даже если вспоминать там о каких-то северокорейских тюрьмах. Вот, значит, смотрите, какая ситуация. Получается, что людей туда депортируют вся вина их, собственно говоря, без какой-либо вины, потому что вся их вина в том, что они попали в Соединенные Штаты Америки. Как говорит Трамп, нелегально. Но стоп, а кто их пропускал через границу? Их же пропускало через границу. Вы помните, как это все выглядело? Идет огромная толпа людей, стоит американская погранные войска, погранцы. Эти люди переходят границу, погранцы их там даже помогали им из лодок перебираться, вброд перебираться, садили их в автобусы, которые услужливо пододвигали туда, и потом развозили по разным штатам. Да? Было так? Было, конечно. Все эти кадры весь мир видел. То есть, фактически сказать даже, что эти люди являются нелегалами, нельзя, потому что в их заходе на американскую территорию
принимала участие непосредственно американская официальная лица, погранслужба, там еще кто-то, еще кто-то. Вот. Значит, ну, уж точно не нарушали там закон американский. Далее, если вы считаете, что они нелегалы, окей, надо их выслать. Правильно? Правильно. Что вы берете? Берете их, отвозите. Откуда они пришли? С мексиканской границы. Отвезите их назад на мексиканскую границу и попутного ветра. Все. Депортация в паспорте. Все. Что еще надо, да? Нет, они их отправляют в Сан-Сальвадор в тюрьму. Извините, вы отправляете туда людей, на которых нет приговора, которые не совершили никакого преступления. И сколько они будут сидеть в той тюрьме и за что? Вообще непонятно. Ну, вы меня, конечно, простите, но такими вещами занимались только... Это же не знаю кто. Может, в Третьем рейхе таким занимались. Я не в курсе даже, да, кто таким занимался. При Сталине можно было в ГУЛАГ загреметь, вот за аналогичное. Но американцы, вам не кажется, что вы куда-то, ну, немножко не туда забрели?